Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Август месяц. К чему все идет? Давайте с вами выполним такой таро-прогноз, таро-расклад. А я вас хочу пригласить на свой сайт, где есть астрологический прогноз. Помним, что жизнь не бывает полностью предсказуема. И вот это что-то напоминает эту фразу как раз август месяц. Потому что начинается спокойно. Может быть, даже для кого-то это может показаться, словно жизнь, ну, как на старом магнитофоне по ошибке кто-то нажал на кнопку перемотка, и вот оно все мотается назад. И ретро-Меркурий нас не призывает куда-то торопиться, рваться, бежать впереди паровоза. Это шикарное время отдохнуть, может быть, и дома, в каких-то бытовых нюансах, домашних делах, сделать своеобразный прорыв или, самое главное, навести порядок. Но у кого-то это может быть и связано с ощущением, что ничего не происходит. Солнце во льве — вот это волшебный транзит, и это про любовь. Не платоническую отнюдь, а про чувственную, про страстную. И страсти могут быть накалены до предела. Это может быть где-то и разочарование, может быть, даже и отчаяние. И в то же время до восхищения, до восторга. Романтические авантюры, неожиданные знакомства. Вот это все по солнцу во льве может быть. И вишенка на торте, Марс в весах. А это где-то наш перфекционизм, причем в разном проявлении. Для кого-то это будет означать, что... И причем эти энергии будут продолжаться. Будет означать, что я хочу сделать именно так, как я хочу. Кто-то, может быть, там с филигранной точностью будет шлифовать свой какой-то творческий проект. И ни первое, ни второе нам не помогает, потому что не забываем, Уран все-таки у нас в близнецах, и это время дается для того, чтобы мы научились быстро перестраиваться. Основная задача. Август месяц нас готовит к последующим событиям, и уже вторая половина августа – это другие энергии. К середине где-то месяца так теоретически жизнь набирает ритм, а к концу месяца тут может быть целый ворох событий. Это может быть связано с неожиданной информацией, какая-то новость, или как в пространстве вашем тоже что-то меняется, и вам самим придется переключаться на что-то иное. Тут могут быть и какие-то спонтанные путешествия и поездки, о которых вы не планировали. Или, знаете, это когда вам надоела какая-то рутина, вы захотите выйти вот из этой зоны комфорта, где ничего не меняется. И все это будет сопровождаться эмоциями, много эмоций. Ладно, идем вперед. Достанем первые три карты. Это событие начала месяца. Как начинается месяц? Что для вас, мои дорогие овны, как в центре внимания, чему придется, может быть, больше времени уделять? И вторая половина месяца, это уже ожидается, как я сказала, другие энергии, а значит и другие возможности. И раз мы спросили, к чему все идет, вот к чему все идет, правда, давайте достанем связующее звено, три карты, каким это образом может на вас влиять, что там нужно не пропустить, не прошляпить. Следующая карта у нас будет называться «Поездки, перемещения». Здесь у кого что. Может быть и переезды какие-то более глобальные. Ваши проекты, планы, достижения. И мы достанем еще одну карту. Так что же будет дальше? К чему это все идет? Итак, давайте будем доставать по одной карте. Начало августа. Ключи вы подбираете. Это колода 78 дверей. Открыты двери или закрыты. И каков ключ? Так вот, самое главное. Все ключи в ваших руках. Посмотрите. Все ключи в ваших руках, чтобы с кем-то договориться. Проявить, видимо, по максимуму дипломатию и энергию. Августа месяца вам помогают это сделать. По крайней мере, начало месяца, да, первая половина, это точно. Чего-то не упустить. Тут ведь, посмотрите, нет закрытых врат или дверей. Здесь все открыто, все ваши возможности. Но, наверное, откликаться, как по двойке кубков, тому, кто откликается на ваши чаяния, на ваши контакты, тот, ну-ка, или когда есть между вами и каким-то другим персонажем, персоной. Вот этот энергообмен. У нас дети обмениваются подарками, и врата открыты. Вообще, это карта любви. Поэтому, а вот эта карта, королева кубков, она очень часто проигрывается, как, знаете, карта эмпатии, карта сострадания любящего человека, тому, кто готов на такие альтруистические поступки. Но есть еще и другое значение – ожидание. Вот поэтому
Врат нет, и недаром ведь у нас, посмотрите, королева как образ. И словно молодой человек молится на этот образ. Так вот, тут нужно к действиям переходить. Тут, ну, действие имеется в виду в таком дипломатическом русле, это понятно. Но может быть ссора. И вот, кстати, ретро-Меркурий позволяет уладить некоторые острые углы в отношениях. Пусть это будут острые углы в отношениях по части даже работы, хотя все карты нам больше говорят о жизни личной, безусловно. И где-то астрологически это так оно и есть на август. Но жезлы – это действие. По восьмерке жезлов, так если мы классическую колоду Таро с вами рассматриваем, то это еще и неожиданные новости. Поэтому, к примеру, человек вам может написать или как-то пытаться первый, может быть, делать первые шаги, тогда откликайтесь. Ну или, может быть, первые шаги придется делать вам. Самое главное, если мы стремимся к взаимопониманию, для вас нет ничего невозможного, доброй энергии. И тут, как знаете, все ключи от волшебных дверей, они в ваших руках, мои дорогие овны. Вторая половина августа. Вы знаете, вообще карта Луна по части личной жизни, жизни в паре, для дел домашних, семейных, это шикарная карта. Потому что как раз это, знаете, больше чувственности, больше гармонии, больше взаимопонимания, знаете, вот этого взаимопонимания без слов. Когда с полувзгляда, может быть, с полуслова. И это замечательно, только мечтать. Но карта еще и говорит о том, что вообще будьте внимательны во вторую половину августа месяца. Почему? Потому что иногда карта Луна – это подсказка «избегай толпы». Не, если ты случайно даже оказываешься в толпе, Овен тебе в другую сторону. И люди могут вести себя, кстати, по-разному, мои дорогие. Иными словами, дверь нам изображена, дверь закрытая. И дверь под наклоном. Это прообраз Пизанской башни. Это как, вообще как цитадель или место нашего укрытия художник хотел изобразить. Но и как общеизвестный факт, башня падает. Она падает столетия и как будто, тем не менее, стоит, может еще столетия пытаться создать впечатление, что падает. Тем не менее, нам говорят, вот есть какое-то место вашего укрытия. Может быть, это дом. У кого-то будут, правда, связаны вопросы с переездом, вот что-то вы будете согласовывать, разузнавать, потому что вынужденный период ожидания. Я такое могу допустить, что не так быстро или не так сразу вы сумеете осуществить задуманный проект. И ваша задача не только искать ключи, да, но еще и себя сохранять, как будто вот нам в эту башню нужно обязательно попасть. И замка нет, ключей как будто тоже. В данном случае страж дверей – это как ключ, и у нас хамелеон. Вам придется договариваться с людьми разными, с людьми сложными. И опять двойка. Если здесь двойка кубков, ну да, карта любви, но это еще и карта дипломатии, когда мы можем договориться, я об этом сказала. И посмотрите, по двойке пентаклей тут ведь синхронизация у нас идет. Дверь на дне бассейна, и она откроется тогда, когда вот эти ныряльщики будут синхронно как будто двигаться. Поэтому вам вот эта синхронность, дипломатия, как и на начало августа хорошую службу может сослужить, то же самое вторая половина. Как будто без этого не получится какой-то победы, мои дорогие. А ведь правда, любая 6 – это своеобразная победа. Но шестерка пентаклей здесь у нас подарок, сюрприз какой-то приятный вас ждет. Но иногда эта карта свидетельствует о помощи высших сил. И это не совсем абстрактное понятие, а это когда для нас, знаете, в нужное время, в нужный час нужные двери открываются. Или мы встречаем нужного человека. Может быть, не буквально вы его встречаете, а когда вы кому-то пишете, вам взамен откликаются. Или когда вы что-то просчитываете, ищете с кем-то контакты, и у вас это получается. Очень часто по шестерке пентаклей проходят люди, которые приходят к нам на помощь. Это может быть дельный просто совет, а для кого-то буквально помощь материальная. Но для кого-то из вас получение денег, когда вы останетесь ими довольны. Ну, понятно, что понятие «довольным» по части финансов у каждого свое, но, по крайней мере, карта говорит о том, что финансовая сторона вашей жизни во второй половине августа, она будет в балансе. Давайте связующее звено. Здесь вроде как личная жизнь, а здесь тоже продолжают, но расширяют палитру общения, что это в принципе для вас важно.
Вот знаете, наверное, как по Марсу в весах. Мы ведь можем подзастрять, потому что, я говорила, степень перфекционизма. Мы думаем, что я сейчас вот закончу какой-то проект, или я хочу сейчас сделать что-то очень хорошо, филигранно, да? А тем не менее в этот период будет важно совсем не то, сколько времени мы застрянем или как надолго в каком-то деле, в каком-то вопросе, даже из лучших побуждений сделать что-то, ну, прямо вау, да, можно сказать, или довести пусть даже до ума. Ваша сила будет в том, когда вы сумеете быстро переключиться на реальность, потому что есть возможность, много приятных энергий у вас, мои дорогие овны, на август месяц, и есть возможность подзастрять. По семерке всегда какая-то путаница, какой-то кавардак. В данном случае карта иллюзорного успеха. Тут вот эти иллюзии должны закончиться, вы что-то будете прояснять. И вот смотрите, две двойки. Вы проясняете где-то посредством людей или с помощью людей. Потому что вот посмотрите, что должно закончиться. В середине туз мечей. Я всегда говорю, выход из лабиринта. И нам конкретно вот выход из лабиринта и показан. И две карты ни о чем, хочется сказать, справа и слева. Семерка кубков – иллюзорность или иллюзорный успех. Или, может быть, даже наше желание, а реальность она в другой плоскости. Да и пашта кубков – это тоже. Конечно, нет закрытых дверей, опять же мы говорим. Но тут больше, с одной стороны, это ваши какие-то планы, может быть, которые придется корректировать, это точно. Не будет в первозданном виде или не будет с точкой вот так, как вы этого хотели, будьте к этому готовы. Но вы можете и столкнуться где-то, как с новыми людьми, новыми отношениями, может быть, и по части любви, романтические знакомства. Поэтому здесь не думайте или не ставьте для себя каких-то грандиозных планов. Ведь по пажу кубков нам говорят, вдохновись каким-то моментом. Или это хорошее настроение. Но это не совсем те люди, на которых мы можем понадеяться. Вот, видимо, может быть, это тот человек, которого вы уже знали долгое время. И вы просто, ну, видите уже заранее некоторый инфантилизм. Понадеяться не могу. Потому что человек, он как будто или каждый раз ищет что-то новенькое, лучшее, или вечно надеется на то, что а вдруг завтра что-то особенно чудесное придет. Он не умеет беречь день сегодняшний. Вот у кого-то в окружении могут быть и такие люди, вполне вероятно. Ну, а если это вообще люди, персоны новые, тут будет очень важно не замечтаться, потому что по пажу кубков у нас человек, который с лозой ищет воду. И это современная колода. В наше современное время 1001 способ найти воду. И уже успеть принять ванну, принять душ, правда? То есть человек убивает время, понимаете? Поэтому вот такой прообраз, когда, ну да, может быть, есть люди, персоны, с ними хорошо отдыхать, о чем-то говорить, но это именно на какой-то короткий период жизни. А если мы говорим о надежности, ну, наверное, не совсем, мои дорогие. Смотрим дальше. Поездки, перемещения, путешествия. Смотрите, шикарная карта, девятка пентаклей. Здесь могут быть деловые поездки. Или пусть это даже вы совмещаете приятное с полезным. Но приятное с полезным по девятке пентаклей как раз можно совмещать. Это может быть и ретрит какой-то, или когда вы даже уделяете внимание своему здоровью, или просто отправляетесь в то место, где вы чувствуете себя и в безопасности, и можете расслабиться. Это не имеется в виду какие-то вредные привычки по девятке пентаклей. У нас проходят те люди, которые заслужили отдых, которые умеют и деньги считать, умеют и зарабатывать, ведь это карта самодостаточного человека. Нам девушка сама открывает двери. Вот вы можете открыть многие двери, мои дорогие. У вас сейчас сильная позиция. Но есть ряд вопросов, которые касаются финансов, и тут ни разу ни о мечтах. Может быть, где-то, даже если и состоялось романтическое знакомство или какой-то проект, который вам очень хочется продолжать. Но будьте реалистами, опять же, Марс в весах призывает к балансу. Две балансовые карты, скажем так, да, это еще ведь ваш внутренний баланс. И где-то карта Луна ведь нас тоже предупреждает. Ты тут смотри, не прошляпь что-то по Луне, тысячи неопределенности. Это еще потом выглянет Солнце и что-то встанет на свои места. И вот эти энергии конца августа, они переходят на сентябрь, мои дорогие. И кто знает, новость приходит во второй половине августа, постепенно
Пространство, Вселенная перед вами откроет более такую широкую палитру событий или как горизонты перед вами какие-то более широкие открываются, или конкретное дело вы видите с разных сторон, и вполне вероятно вы будете что-то еще менять, переигрывать. Это конец августа или даже с заходом на сентябрь, я такое могу предположить. У вас выпали одни из лучших карт, как шестерка пентаклей, так и девятка пентаклей. И пусть это на путешествие, на поездки. Поэтому тут могут быть и согласования какие-то важные. Может быть, у кого-то буквально дорога по части денег, получения. А у кого-то это будет связано с тем, что вы, ну так, присматриваете жилье. Или, может быть, даже по части работы вы поставили себе в план переехать вообще в другую местность, чтобы найти иную работу, или, может быть, уже как релокация у кого-то офиса, или работа из любой точки мира. Работа на дому, мои дорогие, тут вот самое разное. И это на ваше перемещение. Поэтому я могу предположить, у кого-то, может быть, и путь в банк, да, будет. Или не один раз, а много. Но что-то будет связано с деньгами, с бумагами, с согласованиями. Или у кого-то буквально с отдыхом, когда вы можете и должны себе этот отдых позволить. Но тут все под контролем у человека. Ваши проекты, ваши достижения. Ну, не торопитесь. Вам придется, мои дорогие овны, одевать маски, словно. Включите змеиный режим, так и хочется сказать, правда? Я часто в своих видео говорю, вторая половина вообще 2025 года. Это период адаптации. Чарльз Дарвин сказал, выживает не самый сильнейший, а тот, кто умеет приспособиться. Культурно говоря, адаптироваться. Вот и вам основная задача. На все ваши достижения и планы адаптировать к новым реалиям. Нам человек показан, который, хочется сказать, изображает слепого. Почему мы можем сомневаться, что это слепой? Потому что трость уберем, посмотрите, человек прекрасно сложен. Все же у людей, которые страдают этим недугом, у них немножко позиция тела, положение тела иное. А здесь, посмотрите, торс такой развитый, атлетический. И если убрать вот эту палку, то, ну, в темных очках прогуливается мимо. И даже если мы говорим, он изображает слепого, и его трость не направлена в сторону дверей. Он явно идет мимо. Но либо он хочет продемонстрировать, я здесь был, и в то же время я мог чего-то не заметить. Ну так, как вариант. Либо он пришел, чтобы что-то разузнать. И это на ваши проекты достижения. Не проболтайтесь о своих идеях, о своих планах. Храните молчание. Вам это будет помогать. Не все еще определено, зыбкость какая-то есть. Пока вы сами определите, может быть, какой проект вы будете продолжать, может быть, у вас их несколько. Но не нужно предвосхищать это, потому что счастье и удача любят тишину. Но, может быть, и люди такие неоднозначные. Мы где-то с вами говорили. И даже если какие-то отношения завязываются, кажется, мы на одной волне. А если знакомство– это новое, тогда не торопитесь, мои дорогие овны, делать преждевременные выборы, поэтому или выводы по части людей. Может быть, даже если вы за собой никакого лицедейства, талантов в актерском мастерстве не замечали, вам это как будто совершенно необходимо. И это серьезная тема. Это мы достали эту карту на ваши проекты, достижения, планы и все то, что вы хотите осуществить. Вот здесь есть ваша тайна. Это вам предлагают прогуливаться вот словно так, примерить на себя словно другой образ и самого себя беречь. Что же будет дальше? Ну вот, когда, наверное, вы надумаете, тогда и вы постучитесь в эти двери. Хотя я могу предположить, что вы можете ожидать, когда кто-то откликнется. Вы можете работать с информацией, может быть, кто-то отправляет и резюме. По пажу Пентаклей нам говорят, что будет дальше. А вообще это новый жизненный этап, потому что пажи– это начало. Мы чему-то учимся. Кто-то из вас может буквально отправиться на курсы или не отправиться. Может быть, посредством интернет, ища какую-то информацию. Вы тут тоже что-то вот как работаете. Вы пытаетесь, может быть, как вторичный доход для себя, все-таки Пентакли, да, какую-то историю или тему вас интересующую продолжить, насколько это результативно, продуктивно. Мы опять же изучаем. И все пажи– это прилежные ученики,
и значит, вы на чем-то словно остановитесь. Может быть, еще период августа, это вы только с чем-то определяетесь. Но что будет дальше, это уже с заходом на сентябрь, поэтому во второй половине месяца больше ясности. Вот смотрите, у вас может быть вот эта путаница еще связана с тем, что некоторые прошлые дела, темы, они у вас словно не закрыты. Десятка жезлов нам всегда говорит о том, что перезагрузка. Слишком много мы на себя взяли. А в этой колоде, если мы говорим открытые двери или закрытые, вот почему, наверное, нельзя поступать так, как мы привыкли. Эта карта очень красноречиво нам показывает. Стеклянная дверь. Человек бьется буквально в эту дверь. И посмотрите, все проходят мимо. Причем с такими унылыми лицами, но никто даже не обращает внимания. Каждый на своей волне, только девочка. Но девочка играет, на ней шутовской костюм. И нам как будто показан вот этот взрослый человек, как глазами девочки. Ей кажется, человек тоже играет как будто. Иначе она не может понять, почему взрослый человек, ну, буквально толкает эту дверь. Дверь открывается по-другому. Ее просто легко нужно потянуть на себя, и она откроется. Вот есть, куда нам не надо, да, и будем говорить, или есть те проекты, в которых мы тоже не должны участвовать. И всегда десятка жезлов – это прежний наш где-то опыт, или, мои дорогие овны, к чему мы привыкли. Тут действительно придется себя уже в сентябре, как в новых энергиях, перестраивать. Это сделать совершенно необходимо, иначе мы будем так и давить на эту дверь, а она никогда не откроется, а у вас на кону солнце. Эта карта говорит о временных рамках 6-8 месяцев выбора правильного направления, ну и солнце – возможности. Вообще это новое качество жизни. Но может быть вот такой август неоднозначный, многоликий, в разных энергиях, как я говорила, с самого начала, как помощь с чем-то определиться. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые овны. Я благодарю за ваши комментарии, за то, что вы смотрите мои видео, за ваши отклики. Оставайтесь со мной и будьте счастливы, будьте любимы всегда.